Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever. Доброе утро. У нас сегодня всю ночь и утро идет дождь. Так приятно было засыпать. И мы как раз-таки вчера приехали буквально на пару дней на природу. Нам еще так повезло, что пошел дождь и прямо такая вот по-настоящему осенняя атмосфера. Мне еще периодически капельки дождя падают в чай. Здесь еще вот такая костровая. Я думаю, что как дождик закончится, Лёша нам сделает огонь, и мы будем здесь сидеть. Я очень люблю вот такие тропинки бревенчатые. И на берегу здесь 3 романтичных стульчика. Можно сидеть, любоваться закатом или ловить рыбу. Кстати говоря, вон там вот сегодня утром 2 мужчин ловили рыбку, сидели с удочками. Мы сейчас находимся на Волге, и здесь такой полуостров, то есть и с правой стороны у нас вода, и спереди, можно сказать, мы сейчас как раз-таки на краешке вот этого полуострова, и с левой стороны тоже Волга протекает. Мне еще так нравится, что у нас домик стоит достаточно отстраненно, то есть вот здесь нет соседей, а вот здесь ближайшие соседи вон там вот. То есть прям так уединенно, хорошо, как будто бы практически никого нет, но в то же время чувствуешь себя безопасно, зная, что вот тут вот есть люди. Said that you fell lost 100 times. Чай допит, я уже даже немножечко замерзла. И знаете, именно за это я люблю загородную жизнь или возможность приехать сюда хотя бы на пару дней, потому что ты можешь просто вот так с утра выйти, прогуляться по лесу и только потом пойти готовить завтрак. Вот эта лопатка очень удобная. Я теперь хочу такую домой, потому что ей и перемешивать удобно, и потом набирать. Так вот, видите? Прям как такая ложечка. У нас сегодня тот самый завтрак, который обычно готовишь, когда едешь за город. Шашлык, который остался с вечера, перемешанный с яйцами и овощи. Сейчас еще добавлю сверху сыр и зелень. На самом деле такой плотный завтрак, просто мы решили воспользоваться случаем, хорошенько отоспаться. Предыдущие дни мы что-то очень рано вставали, много работали, поэтому сегодня хорошенько отоспались, и сейчас у нас что-то между завтраком и обедом. Кстати, вот эту свечу мне подарила подруга. Она не только с деревянным фитилем, но и прямо деревянная, у нее такая подставка. И знаете, время от времени мы с Лешей ездим и так на природу, перезагрузиться буквально на 1-2 дня. И очень часто в этих уютных домиках я замечаю какие-то красивые элементы декора. И иногда хочется купить что-то к себе домой или в подарок близким. И чтобы легко найти эту вещь, я использую умную камеру в приложении Яндекс Алисой. Можно загрузить любую картинку или сделать фотографию. Умная камера найдет, где купить эту вещь, а нейро, который недавно стал частью умной камеры, ответит на разные вопросы про все изображение или
или его часть. А сейчас я заметила, что визуальный поиск Снейра стал еще мощнее и умнее. Алгоритмы легко определяют нужный объект и дают точные ответы на вопросы. Например, про куртку на блогере или достопримечательность, которая находится на заднем фоне. А еще я люблю узнавать, что это за растение, которое я увидела, или цветок, или даже порода кошки. В общем, в любой ситуации я пользуюсь поиском Яндекса. Если вы еще не пробовали, то ссылку на приложение я оставлю в описании. Лёша, он там сейчас пошел прогуляться тоже. А я хотела показать вам дом, потому что он мне в этот раз очень понравился. Вот здесь, кстати, наша спальня с видом на лес. Еще я часто примечаю для себя детали. Например, что к деревянному дому прямиком из леса очень удобна вот такая лестница. Потому что здесь ножки можно сразу вот так почистить. А если бы здесь была деревянная, то, конечно, всю грязь мы бы понесли на террасу. У нас здесь крыльцо с крышей, поэтому очень классно, что несмотря на дождь, снег и другую непогоду, можно сидеть вот тут. Мне прям очень нравится, здесь классно сидеть с книжкой, с горячим чаем. Сам домик у нас небольшой, но мне кажется, в этом и есть его шарм. Я с собой из дома взяла вот эти тапочки. Очень люблю их носить именно осенью, зимой. Вот такая зона для отдыха, для чаепитий. Сейчас я тут включу свет. Теплый, уютный свет. Ну и самый важный атрибут — это пледы. У нас таких 2 больших. Еще посмотрите, какие необычные батареи. Они прям как такой пенопласт. Пенопластовые пластины, но они горячие. Кухня мне очень понравилась. В таком она скандинавском стиле. Белый, коричневый и черный. А еще мне особенно понравилось пользоваться газовой плитой. На самом деле, мне кажется, это классный вариант для домика, потому что у нас дома индукционная, и с ней не так уютно. Ванная комната. Кстати, я бы хотела вам еще показать свой уход за лицом, потому что с приходом осени он мне немного поменялся. Ну и самое любимое местечко — это спальня с видом на лес. Я сплю с этой стороны, и, кстати говоря, в холодное время года меня спасают вот такие лонгсливы. Обычно верхняя часть тела у меня мерзнет, то я руку высуну, то чего, а тут как раз-таки закрытые руки, горлышко, и прям вот хорошо. Здесь у меня, во-первых, знаете, такие ассоциативные карточки. Раньше я не понимала, для чего они нужны, но сейчас я вот так рандомно выбираю какую-то карточку и смотрю, что же там. И знаете, это как у психолога. Психолог не решает наши вопросы, он подводит нас к ответу. И вот такие ассоциативные карточки помогают в первую очередь, знаете, ответить на какие-то внутренние вопросы. Вспомнить о том, о чем вы уже, например, забыли. Или то, что крутится у вас в голове, но никак не выходит в какую-то формулировку. И у меня сейчас в Telegram, можно сказать, уже целая рубрика. Где-то раз в неделю я выкладываю одну карточку вам, чтобы вы тоже могли были задать себе важные вопросы, подумать о своем каком-то вот, знаете, внутреннем желании, подумать, какие ежедневные действия приносят вам больше всего счастья, не забывать заботиться о себе. В общем, такие вот маленькие жизненные вопросы я вам скидываю. Я думаю, если вы давно следите за моим каналом, то 100% уже подписаны, но если вы новенький, то на всякий случай оставлю ссылку на свой Telegram внизу под видео. Еще у меня здесь есть ежедневник, и как раз-таки в качестве закладки я использую карточку, которую доставала последней. В данном случае сейчас здесь цитата. Я просто люблю ее перечитывать и не забывать потом снова доставать новую карточку. Книга, которую я сейчас начала читать, а точнее говоря, продолжила, это Фредерик Бакман. У него в целом все книги такие уютные. Прошлой осенью я начинала читать, но потом то ли отвлеклась, то ли что. В общем, что-то произошло, и я перестала ее читать. Сейчас решила возобновить чтение, и здесь у меня вот такая открытка от подружки «Цени моменты». Меня, наверное, знаете, в прошлом году здесь оттолкнуло то, что немножечко здесь есть выдуманная история, то есть написано не прямым текстом, вот происходит вот это, вот это. А так как здесь все-таки главный герой ребенок, все описывается немножечко в выдуманном мире. Но я читала очень много хороших отзывов, и в целом мне нравится слог, письмо, как пишет этот автор. Поэтому я решила все-таки вернуться к ней, дать второй шанс. Если вы читали эту книгу, напишите в комментариях. Возможно, только в начале она может вызывать странные ощущения, а потом уже будет все нормально. Ну какая красота! Знаете, оставьте меня, пожалуйста, здесь. Забудьте меня здесь. У нас стемнело и стало так красиво. Зажглись фонари. Хочу сейчас прогуляться к Лёше. Он там пошел смотреть соседние домики. И сяду читать как раз-таки книжку. Radio up and the blinds pulled down.
love it when nobody's around. I wanna call out my town, but you bite my lip, don't make a sound. Опа, как щепки. If I'm leaving without you. Mm, mm, Заварила нам на улицу иммуночай. Знаете, купила просто в аптеке для иммунитета. Очень хорошо повышает иммунитет и хиноцея, шиповник и ромашка. Но единственное, это мы вот не подумали взять с собой термосы или термокружки. Прям идеально было бы сидеть с ними на улице. А тут приходится всегда бегать, наливать себе кипяточек, потому что на улице очень быстро остывает. take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming out second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. Я сейчас хочу сварить глинтвейн. Это один из моих самых любимых согревающих напитков, но вот только прошлой осенью, зимой я его вообще не варила. Сейчас вспомнила и хочу поделиться с вами рецептом. Этот рецепт подойдет как для алкогольного глинтвейна, так и для безалкогольного. Вот это все ингредиенты, что нам понадобится. Во-первых, либо вино, либо сок. В моем случае это сок виноград-гранат. Можно выбрать любой, который вам нравится. И также, чтобы не было слишком, вот так, знаете, приторно, сладко от сока, я добавляю полстакана воды. Также 1 апельсин, такого вот среднего размера, 1 маленькое яблоко, 2 дольки лимона. Опять-таки можно регулировать. Кто любит покислее, можно добавить побольше. Кто не любит кислое, можно вообще не добавлять, либо вот полдольки. Имбирь очень хорошо повышает иммунитет, поэтому я добавляю буквально немного. Гвоздика 4 штучки и несколько веточек мяты. Ну и последний ингредиент — это горсть изюма. Можно добавить также клюкву, свежую или замороженную, в общем, какие-нибудь ягодки. На самом деле глинтвейн — это место для творчества, можно выбирать разные ингредиенты. Очень советую вам добавить и 2 палочки корицы, просто у нас в магазине не оказалось, хотя я на самом деле очень люблю ее добавлять. Также кардамон, бадьян, ну или обойтись тем, что у вас есть или что вы любите. Самое главное — специи брать цельными, а не молотыми. Я заметила, что в целом так гораздо вкуснее. Плюс с молотыми выходит глинтвейн такой немножечко мутный. Ой, какой аромат! Remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours. By the end, my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad. Итак, мы поставили на медленный огонь и сейчас добавляем все ингредиенты. Вот у нас потихоньку начинает все это подогреваться, но самое главное не доводить до кипения. То есть как только начинают появляться пузырьки, нужно выключать. Тихо, подожди. Мне кажется, у меня ингредиентов получилось больше, чем напитка. Сейчас. И еще изюм с гвоздикой. Перемешиваем. Прям пахнет зимой. Вкуснотища. У меня уже начинают появляться пузырики, поэтому я сейчас буду выключать и оставлю минут на 15-30 настаиваться. Так вкус выходит гораздо насыщеннее. Всегда, пожалуйста, мсье Густав. Сейчас мы проведем собеседование. Может, я сначала поставлю свечку, месье? Что? Нет. Опыт работы.
Мы сейчас уже уезжаем. Вон, кстати, Лёша на фоне наслаждается этой качелькой. Конечно, так хочется остаться здесь на подольше, но дома нас тоже ждут дела, ждет Ноксик. И все-таки так классно иногда просто, знаете, поехать куда-то отдохнуть. Вот эта перезагрузка дарит уйму энергии, каких-то даже новых идей. Просто будто бы обнуляет твой счетчик. И как мы вернемся в город, я еще хочу записаться в спортзал. Знаете, вот эти групповые занятия, боди-памп, боди-комбат. В общем, они больше такие силовые, веселые. И я помню, как мне нравилось на них ходить. Мое тело чувствовало себя хорошо. Я прям соскучилась по таким занятиям, поэтому очень хочу пойти в спортзал. Птички так поют. Мы уже тут видели дятла, вон какая-то синичка. С приходом осени мое желание жить снова за городом просто вверх. Потому что именно в холодный сезон много времени хочется проводить дома, заниматься уютными хобби, пить горячий чай. В общем, просто как-то активно проводить время дома. А когда ты находишься за городом, это вдвойне уютнее. У тебя природа за окошком, ты постоянно можешь выходить, устраивать костер. Ну, безопасный костер, конечно же. Еще мне пришла мысль записать следующее видео с уходом за лицом. Так как с приходом холодного времени года у меня уход поменялся, как вечерний, так и утренний, плюс у меня появились новые любимые средства. Если вы смотрели мои прошлые видео, то знаете, что сейчас я добавляю больше качественных, более натуральных средств, знаете, по типу брендов Кадали, Веледа, в общем, вот такой вот сегмент. И в целом мне нравится, как выглядит сейчас моя кожа. Вот буквально только здесь есть какие-то покраснения, постакне, но в целом очень-очень я довольна. И мне кажется, есть какой-то закон красоты, когда ты полностью принимаешь свою кожу, отстаешь от прыщей, то она становится идеальной. Я не знаю, что это за закон, надо дать ему какое-то название. Шишечки висят, птички поют, листочки желтенькие. Вода сегодня тихая, волн практически нет. Это, знаете, такое состояние спокойствия, когда ты убралась дома, переделала все дела, и наступает момент, когда ты просто можешь уделить время себе. Вот примерно такое у меня ассоциируется с спокойствием. Была рада с вами поболтать, вместе погрузиться вот в эту атмосферу леса. Кстати, еще хотела у вас спросить, метеозависимые ли вы? Потому что у меня, значит, одно время, вот буквально недавно, болела голова, причем никаких причин не могло было быть. Я и хорошо высыпалась, знаете, вот все. И Лёша такой говорит, а вот 2 дня сильные магнитные бури. И после этого я начала замечать, что у меня болит голова. Я, значит, ищу в интернете, и оказывается, что именно в эти дни магнитные сильные бури. Поэтому я еще, оказывается, и метеозависимый человек. В общем, ладно. Желаю вам прекрасного дня. Мы сейчас уже поедем, и до встречи в новом видео. Пока!